Всем привет, ребята! Как вы поняли, в прошлой серии, кто не смотрел, вот здесь вот ссылочка, подсказочка. Вот такую вот рамку для умывальника из металла сварил. И в этой серии я хочу сделать так называемую столешницу из мебельного щита и боковые панели. В общем, делать я буду из вот этого вот мебельного щита. Он, конечно, не первой свежести, чуть повело, но в процессе видео вы, я думаю, все поймете, как я это буду делать. Так что там, кофе, чай и приятного просмотра. Вот эти вот части нам сейчас надо будет вырезать лобзиком с небольшим запасом. Потом объясню для чего. Первое готово. За кадром я вырезал еще из ДСП вот такие вот штучки. Вставляем. Делал с запасом, чтобы потом можно было пройти фрезером и вывести в идеал. Сейчас берем фрезер и проходимся. В общем, ребята, добили до уровня ручным фрезером, а теперь берем реноватор и проходимся, все шкурим. Ребят, сейчас одел вот такую вот фигурную фрезу и пройду видимый торец.
такая вот штука получилась. Это будет внутренняя сторона. Сейчас доведу до нужного размера ДСП. Она будет вот таким вот образом скручиваться. Потому что лист мебельный щит, мебельный щит он кривой. Его идет. Скручу. И так оно будет стоять. Да, и не забывайте одевать очки, потому что стоимость вашего проекта может увеличиться ровно на стоимость лечения. В общем, ребята, панели я сделал, можете посмотреть. И вот этот вот злополучный лючок, который будет закрывать счетчик, я сделал на магнитах. Вот таким вот образом. То есть все вот. И сейчас самое сложное для меня это сделать ящики. Я с ними сталкивался только когда открывал. Ну, как говорится, глаза боятся, руки делают. Поехали.
Ребята, как можете видеть, я уже перебрался в помещение, потому что на улице уже холодно. Смотрите, собрал ящички. Вот ящичек, это нижний, а это верхний, с выемкой под сифон. И сейчас моя задача установить вот такие вот телескопические направляющие. А потом уже будем делать передние части ящика. Тоже, кстати, из... Вот он, кстати, стоит. Вот, тоже мебельный щит приобрел. Ну, такой же, как и был. Вот. Так что сейчас буду использовать вот планочки. Так вот прикручу за подлицо и установлю ящички, нижний и верхний. А потом уже буду вымерять размеры. Да, ребят, тут есть такая вот собачка. Она разбирается. То есть вот это вот на ящик, а это на тумбочку. Ребята, с горем пополам вырезал передние части ящиков. Вот. Сейчас отмечу середину и сделаю ручки. Ну как ручки? Просто, скорее всего, что сделаю квадратные вырезы. Потом сниму фаску. С внутренней стороны не знаю, надо, не надо снимать, но в общем... Продолжаю. Ребятки, вырезал ручку, вроде удобно. Думаю, пройдет все, будет классно. Снял фаску. Вот, смотрите. Сейчас устанавливаю ящик нижний. Буду использовать шайбы, чтобы сделать зазор снизу. Ну и прикручиваю. Потом второй, и думаю, будет все классно смотреться.
горем пополам сделал все наличники, ну, то есть столешку. Вот так вот это все дело выглядит. Это, как помним, на магнитах. Там у меня счетчик. Вот, шкафчики. Все работает. Ну и сейчас я это все разбираю. Металл шкурится, обезжиривается и красится в черную матовую краску. А все деревянные вот эти вот панельки я сделаю броширование и покрою лаком. Надеюсь, слоя 2 терпения хватит. А потом сборочка. Так, ребята, тумбочку разобрал. Вот она. Стоит вся. И сейчас буду брошировать при помощи обычной газовой горелки вручную. Что, начинаем. Ну, ребята, панели готовы. Заброшировал. Вот так вот получилось. Красиво переливается все. А сейчас хочу покрасить задние части, ну, которые будут внутрь, черной матовой краской. Выбрал вот такую вот краску. Сейчас будем красить. Ну вот, смотрите, нанес первый слой. Так вот выглядит. Классно, да? Вот. А так без лака выглядит. Тоже, в принципе, прикольно, но лак проявляет вообще текстуру. Класс. Сейчас продолжаю. Сейчас продолжаю наносить. Ну, я думаю, завтра. Там вообще в инструкции написано, что через 24 часа, ну, можно, наверное, через 10 часов второй слой. Но, скорее всего, что завтра, тут не знаю, когда, после работы приду и нанесу второй слой. Так что я продолжаю. Для вас это мгновение, для меня сутки.